Если у вас дома вдруг найдется пластиковая бутылка, вы можете приготовить невероятно вкусное печенье. Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. Буду очень рада, если вы напишите в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. И не забудьте сохранить рецепт и поделиться с мамой, дочкой и подружками в соцсетях. Беру обычную пластиковую бутылку, которая найдется в каждом доме. Снимаю крышечку. И рисую на крышечке звездочку. Я рисую прямо от руки, поэтому получается не очень ровно, но это не важно. Можно нарисовать звезду простым карандашом или обычным маркером. Вот так у меня получилось. Теперь беру обычный канцелярский нож. В принципе, подойдет любой. И вырезаю звезду. Маленький совет. Нож лучше подержите над огнем, чтобы лезвие нагрелось. Горячий нож входит в пластик так легко, как в мягкое масло. Готово. Звездочку можете вырезать любого размера, побольше или поменьше. От этого будет зависеть размер печенья. В миску кладу 120 грамм мягкого сливочного масла. И всыпаю к нему 160 грамм сахара. Это 1 стакан. Перемешиваю масло с сахаром и растираю лопаточкой. Разбиваю 2 яйца. Перемешаю. Вливаю 75 грамм растительного масла, это чуть меньше, чем полстакана. Еще раз перемешиваю. Добавляю пакетик разрыхлителя, это 10 грамм или 2 чайных ложки. И чайную ложку ванильного сахара. Теперь просеиваю 390 грамм муки, это примерно 3,5 стакана. Перемешиваю. И замешиваю тесто. Главное, долго месить тесто не нужно, как только все ингредиенты объединились, тесто уже готово. Посмотрите, тесто к рукам не прилипает, получается мягкое и нежное, отличное песочное тесто. Количество муки может немного отличаться, просто ориентируйтесь по консистенции. Теперь перекладываю тесто в пластиковую бутылку. Это делается очень легко. Закрываю крышечкой. Противень в уголочках буквально чуть-чуть смазываю тестом и застилаю пергаментом. Это для того, чтобы пергамент прилип хорошо и не двигался, когда будете отсаживать печенье, для вашего удобства. И вот так выдавливаю печенье из бутылки на противень. Посмотрите, как быстро, просто и легко. Отделять тесто можно пальцем или ножом, как вам удобнее. Приготовь, поделись, подпишись. Друзья, это очень простой способ, и если у вас нет кондитерского мешка или кулинарного шприца, то приготовить такое очаровательное печенье совсем не проблема. Готово! Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов и выпекаю печенье 15 минут на средней полочке. Печенье уже готово. Посмотрите, какая красота получилась. Можно кушать сразу, печенье получается очень нежное. А я беру миску, ломаю в миску плитку шоколада. Возьмите примерно 150 грамм молочного или темного шоколада, смотря какой вы больше любите.
Я растопила шоколад в микроволновке. Теперь беру печенье и обмакиваю в растопленный шоколад. Вот так. Занятие очень забавное. Можете позвать на помощь детей, они будут в восторге и прекрасно проведете время. Осталось только украсить печеньки разноцветными посыпками. Посыпки для украшения можно взять любые. У меня это молотые фисташки и разноцветные шарики. А вы можете украсить на ваш вкус. Здесь фантазия просто безгранична. Печенье получается песочным, рассыпчатым, очень вкусным и нежным. Рецепт действительно очень простой и удачный. Обязательно сохраните, чтобы не потерять, и поделитесь с мамой, дочкой и подружками в соцсетях. Друзья, если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях: «Хочу печенье», и я буду снимать для вас больше таких интересных видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться», чтобы первыми смотреть мои новые вкусные рецепты. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Всем приятного аппетита, прекрасного настроения, будьте здоровы и счастливы, и скоро увидимся!